Привет! Сегодня я вам покажу кое-что очень крутое. Тем, кто впервые сюда зашел или вдруг забыл, я напомню, что я странный дядька, а вы у меня на канале. Я в Казахстане, недалеко от замечательного города Алматы. Ехал я себе в Чырымский каньон и стал обращать внимание, что автобусные остановки здесь на трассе заслуживают особого внимания. Я поначалу просто проехал мимо, но потом подумал, что такое пропускать точно нельзя. Поэтому я вернулся километров на 20 назад с тем, чтобы остановиться около каждой заслуживающей внимания автобусной остановки, внимательно ее рассмотреть и вам ее показать. А посмотреть здесь есть на что. Это реально шедевры. На первый взгляд, вроде бы, может быть, как бы и ничего необычного здесь нет. Но автобусная остановка и автобусная остановка. Отлита из бетона, металлическая крыша на уголках, каким-то вот металлолистом, профлистом закрытая. Ну, крыша, скорее всего, не оригинальная. В оригинале, наверное, крыша была какая-то другая. Но вы приглядитесь повнимательнее, как она сделана. Основание, понятно, отлито из бетона, а потом сложено из таких бетонных плит, каждая из которых украшена вот такими вот изразцами. Это же такие черепки, а вот это вот краска и покрытая лаком. И такое ощущение, что вся эта краска, все эти плиточки расписаны вручную. Они есть вон потухшие, скажем так, или вот такие вот все еще яркие. Есть кое-где отколовшиеся, есть колотые. Но, блин, это неимоверно круто. Настоящее произведение искусства. Здесь вот плиточки белые с нанесенным рисунком. Здесь просто белая керамика. Здесь вот отделка коричневыми плитками с рисунком. Здесь опять белые. А вот с этой стороны есть, смотрите, белые плитки с голубым орнаментом. Здесь же сама конструкция тоже сделана. Смотрите, как удивительно. Она выполнена как такой вот плетеный забор. Как будто вот эти вот штыри переплетены березовым, как мне кажется, лыком, березовой корой. Но обалдеть же! Вы представляете, какое внимание к деталям? Такая, казалось бы, обыкновенная, с обыкновенным совершенно ежедневным функционалом штука, как автобусная остановка, сделана целым произведением искусства. Ну, то есть это же какая-то вот задумка была, кто-то это придумал, какой-то художник нарисовал, архитектор сделал проект. Потом точно же совершенно кастомно где-то на заводе или где-то, я не знаю, в каком-то месте изготавливались вот эти плиты, которые украшались вот этими изразцами. Кто-то эти изразцы расписывал. Да даже если через трафарет, это все равно море работы. Обалдеть! Вот это вот крутяцкий крутяк. А буквально в 100 метрах от той остановки, на которой мы с вами только что были, есть еще один шедевр. Вот такой вот. Вы посмотрите. Эта остановка сделана, ну, примерно в том же стиле, но она максимально не похожа на ту, которую мы только что видели. Это тоже сделано из отлитых из бетона плит, которые нанесены на металлический, видимо, каркас, или бетонный каркас. И точно так же отделано керамическими плитками. Но конструкция, вы посмотрите на эти вот замечательные отливки из бетона. Вот такая вот, я не знаю, как это назвать, арфа. Их вот таких вот две. Потом плита, которая держит, грубо говоря, крышу. И задняя часть. Задняя часть с помощью плиток еще и разукрашена различными орнаментами. По центру вот такой вот орнамент. И уходящие какие-то, видимо, цветы. Обалдеть! Да, вот конструкции на крыше можно посмотреть уже довольно ржавенькие, но тем не менее все еще довольно прочно, стоит на месте, не утащено, не расколочено и не заменено на обыкновенный серый металлический сарай. Вот такой вот крутяк. Давайте пойдем посмотрим, как это выглядит с обратной стороны. Боковые стенки отделаны керамикой, а задняя стенка, ну, видимо, изначально была такой сделана имитацией. То есть керамики на заднюю стенку все-таки пожалели. Ну, обалдеть же! Невероятно круто. Я очень люблю вот такие вот малые архитектурные формы, назовем это. Это неповторимая в одном экземпляре существующая штука. Нету
наверняка нигде не то, что такой же, нету ничего похожего, скорее всего, нигде больше. Неимоверно круто. И это просто вот остановка в населенном пункте небольшом, недалеко от города Алматы. Но вот скажите, что это не произведение искусства. Скажите, что это не шедевр архитектуры. И это даже не просто, грубо говоря, строение автобусная остановка. Это архитектурный комплекс автобусная остановка. И он весь выполнен в национальных мотивах. Это же вот он прям шатер, вот смотанная входная стена, вот крыша, которая изготовлена из металлических листов, но изготовлена не просто так. То есть все эти листочки сделаны, уложены под специальными углами. Все это вот такое вот здесь изнутри. Все орнамент. Вот в таких вот сделаны полукруглые арочные такие окна по 3 штуки. Дальше есть целая стена, на которой изображены горы, какие-то цветы, что-то там еще. Здесь вот снаружи все это тоже покрыто какими-то вот такими вот национальными орнаментами. А здесь еще есть вот такое вот маленькое зданице. Сейчас здесь, конечно, мусор и грязь, но я рискну предположить, что в какое-то время это могла быть какая-нибудь, не знаю, билетная касса, например. Проехал я буквально еще парочку километров до следующего населенного пункта и чуть было не проехал мимо очередной шедевр. Здесь опять юрта, но юрта уже выполненная совершенно по-другому. Давайте подойдем поближе и посмотрим на нее. Здесь тоже, я так понимаю, что металлический каркас, на него нанесены бетонные отлитые плиты, украшенные изразцами. Но здесь изразцы, ну, буквально другие, потому что вот это точно явно осколки кувшинов. Причем, судя по тому, вот по этим огрехам на рисунке, вот это точно выполнено вручную, абсолютно точно. И вся вот эта остановка, вся отделана вот такими вот изделиями. А вот это вот сверху, вот это вот с пупырышками, это же крышки от чайников. Вы посмотрите. Видимо, где-то здесь был, наверное, керамический завод, который делал керамическую посуду. И вот из всякого боя решили сделать вот такое вот произведение искусства. Вот такой вот архитектурный шедевр. А наверху я вряд ли дотянусь. Но вот границы вот эти вот сделаны тоже из крышечек. А сами плоскости накрыты тем, что выглядит как донышки от чашек. Или от стаканов, от кружек, как они правильно называются. Но при этом еще выполнены вот такие вот орнаменты из разноцветных осколков. Здесь вот темно-синие на фоне белых складывают вот такой вот рисунок. Давайте зайдем вовнутрь этого чуда. Здесь когда-то была скамейка, видимо, от которой остался вот только вот такой постамент, и вот там еще одна опора. Все это подпирается вот такой вот ногой. Я так думаю, что крыша вот здесь никак отделана не была. Наверное, такая вот отливка из бетона и была. И вот здесь еще сделана вот такая вот часть, такая вот стена. Вы посмотрите. Ну вот же, это же донышки от чашек. Вот они. Донышки от чашек, а это осколки этих же чашек. Такое вот, скажем так, простое, наивное, будем так говорить, искусство. Но выглядит чрезвычайно круто. Я такие штуки, очень люблю, потому что все, что сделано уникальным, вручную, с душой, с вложенным, так сказать, желанием и сердцем, это мега круто. И вдвойне мега круто, когда это вот продолжает служить людям. Потому что все ведь это могло быть запросто снесено, и как вот на другой стороне дороги, вон там вот, заменено на обыкновенную сварную, покрашенную серой краской металлическую коробку. Колорита добавляет вот такой вот жеребеныш, который здесь пасется, травку поедает. Едем дальше, смотрим внимательно по сторонам.
и стараемся не пропустить ничего интересного. Следующую остановку я тоже заметил не сразу. Честно говоря, даже немножечко проехал мимо. Ну, просто потому, что она уже заросла, будем так говорить. Но от этого она не становится менее интересной и менее красивой. Здесь, я так понимаю, что технология изготовления это вся та же самая. То есть бетонная отливка и по частям добавлены туда украшения. Но только здесь это уже не колотые черепки и чашки, а вот гранитные камни. Здесь была плитка, камушки поменьше. Ниже камни просто всякого разного совершенно вида. Ну и вот такие вот, в принципе, стандартные бетонные зонтики, которые я уже много где видел. В частности, например, в Актау во дворах очень много таких вот стоит для оформления дворовых площадок. И вот эта вот стена была добавлена в виде, скажем так, украшения, в виде художественного оформления, вроде бы типовых совершенно вот таких вот зонтиков от солнца. Но тем не менее, это же тоже круто. Это уникальнейшее совершенно изделие. Второго такого, ну, вряд ли где-то встретится. Даже если встретится что-то похожее по форме, по изготовлению и оформлению, это точно будет не то же самое. Крутецкий крутяк. Буквально еще парочку километров дальше, и нас на обочине дороги ждет еще одно бетонное чудо. Здесь опять к стандартным вот этим вот бетонным советским грибочкам добавлена вот такая вот стена с орнаментом. И здесь она украшена вот такими вот алыми цветами. Наверное, этот цветок что-то значит, имеет какое-то название, но я его, честно говоря, идентифицировать, опознать не могу. Но выглядит, конечно, по сравнению с вот теми изделиями, с которые отделаны керамической плиточкой, выглядит простенько, но тем не менее, ну вы посмотрите, в этом же тоже есть стиль, в этом же тоже есть особое искусство. Художественную ценность, мне кажется, эта штука определенно представляет. Хотя бы потому, что она такая одна, уникальная, только здесь и больше нигде нет. Давайте обойдем сзади. Может быть, и задняя часть как-нибудь тоже по-особому оформлена. Ну да, смотрите. Не поленились, по крайней мере, сбоку и сзади. Все это точно так же украшено цветами. Только что сзади здесь цветы покрашены почему-то зеленым, а не красным. Хорошо хоть, по крайней мере, что она до сих пор здесь, до сих пор стоит, никуда не утащена, не разбомблена. И надеюсь, что и дальше простоит и будет радовать глаз проезжающих. Хотя большинству проезжающих совершенно до лампочки на все на это. И вот это вот печально, что ли. Населенный пункт, название которого я прочитал как Кюлжа, наверное. Здесь две шедевральных совершенно остановки прямо друг напротив друга. Одна вот такая вот, как бы это сказать, экстравагантная, скажем так, авангардная, будем так говорить, в виде такого вот навеса на 3 ногах. Там под ним такая длинная скамейка, а наверху вот такое вот художественное произведение, я не знаю даже, как его описать. Вот в нижней части его это, наверное, рыбы какие-то. Причем отделка сделана из остатков всяких разных заварочных чайников. Там вот видно носики чайников и крышечки чайников. А дальше наверх вот такие вот, то ли это языки пламени, то ли это полумесяцы, а может быть это крылья птицы. Что это такое? В комментариях, пожалуйста, расскажите, если вы знаете. Ну или, пожалуйста, выскажите свое мнение, свою гипотезу. А вот там вот есть что-то написано. Это, видимо, как это, подпись автора. РСУ-1, ремонтно-строительное управление 1, Упрдора 36. То есть изготовила вот эту вот штуку, а может быть и разработала проект и художественное решение. РСУ номер 1, Упрдора 36. Ну, крутяк. Наверху вот такие вот плиточки с узорами. Здесь
Просто разноформенные осколки плиток с вкраплениями керамических расписанных штуковин. С обратной стороны давайте посмотрим, что там сделано. Ну тут тоже бетонная заливка, и в нее вделаны осколки плиток и керамика. Выглядит все это, конечно, совершенно футуристично и нереально. На фоне окружающей совершенно обыкновенной местности вот эта вот штука здесь выглядит совершенно потрясающе удивительно. Но согласитесь же, а? А самое главное, где вы еще хоть что-нибудь подобное увидите? Ну, хотя, может быть, я преувеличиваю, и может быть, этого везде много. Если у вас рядом есть какая-нибудь удивительная автобусная остановка, пожалуйста, пишите в комментариях, где это. А еще лучше фотографию сделайте, а еще лучше видео запишите и пришлите мне. Мне будет очень интересно посмотреть. Переходим на ту сторону и смотрим ту автобусную остановку. Она уже такая, скажем так, более основательная, что ли. То есть это выглядит как основное здание, а вот та штука выглядит как филиал какой-то. Здесь, смотрите, ну здесь, я так понимаю, металлический каркас и та же самая отделка из бетонных плит, отделанных осколками плиток и керамикой. Сверху вот такой вот узор по обрамлению. Там еще одна загородка, которая вот со всякими орнаментами национальными, видимо. Если вы что-нибудь из орнаментов узнаете, пишите в комментариях, что тут такого. Здесь сделано место для отдыха. Причем смотрите, как здесь художественно все решено. Вот эта стена сделана вот с такой вот выемкой. А с этой стороны вход сделан с противоположной выемкой. То есть, ну не просто так. И вот смотрите, здесь вот фрагмент заборчика такого. Можно же было просто сделать простую, но нет, ведь сделан он орнамент национальный. И все это вот такого вот интересной формы. Здесь опять вот эта вот плитка, фирменный знак, который назовем его штампом РСУ-1 Упрдора 36. РСУ-1 Упрдора 36, надо сказать, были прям реально затейники. Делать вот такие вот штуки, это мега круто. Вот кто сейчас? Ну сейчас все коммерческое, сейчас все за деньги. Я так думаю, что если кто-то заплатит, то и сейчас люди способны родить вот такой вот шедевр. И может быть даже сделать что-нибудь более крутое, чем вот это вот. Но сейчас ведь никто за это не платит. Когда я вижу такое, у меня прям перехватывает дух и не хватает слов. Круто, что все это до сих пор стоит. Круто, что не растащено, не распилено и не заменено на стандартный павильон. Очень надеюсь, что за этим будут ухаживать и следить, и оно простоит еще очень долго и будет радовать глаз как местных жителей, так и проезжающих мимо таких вот любителей, так сказать, всего этого дела, как я. Едем дальше. Надеюсь, дальше будет еще круче и еще интереснее. А вот здесь, в населенном пункте Акши, остановка и выглядит, скажем так, попроще. И, к сожалению, сохранилась, будем так говорить, похуже. Здесь, в принципе, совершенно, скажем так, простое, типовое советское изделие, встречающееся на просторах бывшего Советского Союза довольно часто. Опять-таки, бетонная отливка, стоящая на столбиках и украшенная плитками с разными орнаментами. Здесь есть, само собой, национальный колорит, само собой, есть некоторая, скажем так, архитектурная, наверное, даже художественная ценность. Здесь вот, смотрите, такое панно бетонное с изображением аистов, голубого неба и что-то вот какое-то вот такое, где я не очень могу угадать, что это изображено. Здесь часть стены обрушилась, и, наверное, уже очень давно, потому что тут уже даже осколков не сохранилось. Тем не менее, пока все еще стоит, и будем надеяться, простоит еще подольше и будет некоторое время радовать глаз, потому что такая вот штука, даже пускай в неухоженном состоянии, гораздо лучше, чем серая, металлическая, типовая, одинаковая коробка.
А закончить это видео я бы хотел рядом с вот такой вот автобусной остановкой. Да, это тоже автобусная остановка. Да, она тоже старая, тоже советских времен. Но в отличие от тех автобусных остановок, эта автобусная остановка — это прежде всего утилитарная функция и ничего более. А те автобусные остановки — это прежде всего эстетическая, скажем так, нагрузка, а уже потом утилитарная функция. Вон, даже корова согласна. Здесь стена, сложенная из кирпичей и покрытая штукатуркой. 2 опоры, бетонная плита в качестве крыши и все. Просто место, куда приходит автобус, где можно постоять, спрятаться от дождя или от солнца, посидеть на скамейке. Вот те автобусные остановки ни в коем случае не стоит менять на что-то новое. Их нужно холить или леять, обслуживать, приводить в порядок, поддерживать с тем, чтобы они шли, так сказать, в будущее и продолжали нести свою эстетическую функцию. Ну а эту можно и поменять на что-нибудь современное. В общем, вывод такой: не все, что старое и дряхлое, плохо, и не все, что новое и блестящее, хорошо. Нужно всегда зреть в корень. Спасибо, что досмотрели до конца. Поставьте лайк, подпишитесь на канал, напишите комментарий. Поддержите канал деньгами. Любая сумма будет важна, потому что топливо нынче достаточно дорого. Внизу под видео или здесь вот есть реквизиты. Если у вас нет возможности поддержать финансово, то поддержите канал подпиской, лайком, расшарингом, комментарием, ну и любой другой активностью, которая поможет этот канал выделить на фоне всех остальных. Счастья вам, здоровья, любви и терпения. На сегодня все. Пока.